Всех приветствую на своем канале. Сегодня я немножко хочу поговорить об ажуре, что такое ажурный узор, покажу образцы ажурных узоров и немножко, скажем, летних вещей, которые связаны ажурными узорами. Кроме того, я вам покажу вот этот вот узор, которым я сейчас вяжу летние изделия. Покажу вам схему и как оно провязывается. Ажурные узоры – это те узоры, которые создаются с помощью накидов. То есть без накидов связать ажурные узоры, они еще называются сквозные, конечно, невозможно. Но хочу обратить внимание на то, что существует два приема выполнения накида. Это движение спицы к себе и от себя. Так, накид от себя применяется крайне редко. Если у нас в узоре будет показан накид, то имейте в виду, чаще всего это накид к себе. Если у вас будет, скажем, не указано больше ничего, то есть никакой оговорки не будет, значит, это накид, еще раз говорю, к себе. Выполняется он следующим образом. Вот так. Нить подхватываем к себе. Это называется накид к себе. То есть такой накид в узорах, если нет оговорки никакой, именно вот такой накид мы должны с вами выполнять. И дальше идет, допустим, уже петля изнаночная. То есть вот у нас вот этот вот накид. Что касается накида от себя, он выполняется вот таким образом. Спицу подхватываем под нить. И вот так у нас получается накид. Это называется накид от себя. Но он применяется, еще раз говорю, очень редко. Хочу обратить внимание на то, что в ажурных узорах может быть не один виток, может быть два. Может быть 3, а может и больше, в зависимости от того, какой это узор. Вот в данном случае у меня 3 накида. Вот видите, вот эти вот дырочки, это у нас накиды. Они провязываются, смотрите, вот в данном случае она провязана, этот накид провязан лицевой петлей. То есть вот эти вот дырочки, это и есть накиды. Вот здесь вот накиды. И здесь накиды. Получается вот такой вот ажурный узор. Так, что касается вот этого ажурного узора, у меня связана летняя кофточка с длинным рукавом. Я немножко вам покажу сейчас в кадре. Вот так вот смотрится этот узор. Если кого-то заинтересует, можете перейти по ссылочке, посмотреть этот мастер-класс по вязанию летней кофты именно с длинным рукавом. И вот такой вот узор следующий, смотрите. Тоже вот эти накиды, они видны. И это значит тоже ажурный узор. Данным узором у меня связана летняя маечка. Вот такой вот узор, он виден. Здесь это у нас пряжа Пехорка Блестящее лето. Есть люрекс, в 2 нити связано. Поэтому, если кого-то заинтересует, тоже можете посмотреть. На канале есть отдельный мастер-класс. Ажурные узоры красиво смотрятся и вот в таких вот ромбах. Различные, скажем, конфигурации, различные ромбы. Можно найти, скажем, в интернете, в книгах схемы по вязанию узоров. Так, кроме того, если рассматривать вот такие вот узоры, тоже совсем неприхотливые. И, вы знаете, вяжутся тоже очень быстро. Здесь у нас раппорт узора 2 петли всего лишь. Так, я вам показываю то, что у меня есть на канале. Так, есть у меня и отдельный мастер-класс по вязанию вот этого узора. И, кроме того, есть отдельный мастер-класс по вязанию данной летней кофточки. Можете перейти на мой канал, посмотреть. Или под видео в описании. Тоже там все ссылочки я вам оставляю. Неплохо смотрится и в мериносе с хлопком. Вот это у нас пряжа меринос с хлопком. Знаете, мне понравилась она тем, что она очень мягкая. Очень такая приятная к телу. Я хочу заострить внимание на том, что в темных изделиях тоже ажуры вяжутся. Вот в данном случае, смотрите, вот такой вот цвет. Он передался на камеру. Такой красивый блестящий цвет. Это меринос с хлопком. Так, плечики вот так вот они выполнены. Здесь у нас шов идет не шов петля в петлю, а с помощью крючка. Так.
Вот у нас тоже накиды по обе стороны. И здесь у нас воротничок. Также выполнен с помощью накидов. То есть можно его выполнять не только какой-то узор, но и в обработке даже горловины, допустим. И узоры, которые называются сетка. Их, конечно, бесчисленное множество. Можно, скажем, подобрать на свой вкус, пошире, скажем так, сеточку, поуже и так далее. Немножко о пряже, если кого-то заинтересует, смотрите, вот этот узор у меня связан из такой вот пряжи Alize Bella Batik. 50 грамм, 180 метров. И это 100% хлопок. В данном случае я вязала для образца 2 нити. Этот образец у меня связан из пряжи молочный хлопок. Это китайский хлопок, который я заказывала на Алиэкспрессе раньше. Узор этот очень простой, очень красивый, совсем неприхотливый, вяжется совсем несложно. Раппорт узора составляет 7 петель и 20 рядов в высоту. На схеме вы видите только нечетные ряды. Если у нас круговое вязание, вот как в данном случае, в четных рядах 2, 4, 6, 8 и так далее, вяжем следующим образом. Все лицевые, в том числе и накиды. Если у вас будет поворотное вязание, то есть вы разворачиваетесь и идете на изнаночную сторону, значит петли уже будут изнаночные. Вы провязываете все петли изнаночными, в том числе и накиды. Так, теперь по каждому, скажем, ряду. Я вот сейчас возьму вот такую вот ниточку. Это с мохером ниточка. Набираем с вами, давайте наберем 14 петель и 2 кромочные. То есть будет у нас 2 раппорта и 2 кромочные по бокам. Так, первая петля. Набирайте любым способом. У меня она двойная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Снимаем одну спицу и сразу начинаем узор. Можно, в принципе, вязать первый ряд установочный. Первый ряд узора. Мы сразу с вами будем его провязывать. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Дальше идет первый раппорт. 2 петли лицевые. Дальше у нас идет накид, лицевая петля, накид. После этого идут 2 петли вместе с наклоном влево. Они провязываются следующим образом. Первая петля снимается, вторая провязывается и набрасывается та, которая была снята. Вот таким образом. Вот видите, петелька смотрит влево. Это с наклоном влево. Что касается с наклоном вправо. Дальше идут 2 петли вместе с наклоном вправо. За передние стенки, за передние стенки. У меня петли классические. Мы подхватываем 2 передние стенки, провязываем лицевой. Все. Вот у нас раппорт узора провязан. Первая петля кромочная, а дальше у нас должно быть 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше идет следующий раппорт. Опять 2 петли лицевые, накид, лицевая петля, накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Я сейчас вам покажу, как можно еще раз выполнить с наклоном влево. Не обязательно снимать вот эту петельку, а можно, если у вас классические петли, разворачиваем одну петлю, вторую петлю. Так, меняем стенками. Вот видите, они стали уже бабушкины петли. И провязываем их лицевой. Все. И опять это такая же петля будет, как и вот здесь вот мы провязывали с наклоном влево. Дальше идут 2 петли вместе с наклоном вправо. За передние стенки подхватываем и провязываем лицевой. Последняя у нас кромочная, изнаночная. Следующий ряд.
второй ряд у нас идет по рисунку. Поскольку это поворотное вязание, мы с вами вяжем изнаночными петлями. Одна петля, вторая, третья у нас идет накид. Мы его провязываем тоже изнаночной петлей. Опять у нас следующий накид, видите, через петельку лицевую, изнаночную, и провязываем изнаночной. То есть все петли у нас изнаночные. Во втором раппорте вот этот накид мы тоже провязываем изнаночной петлей. Мы с вами провязали второй ряд. Это у нас четный ряд был провязан. И что касается четных рядов, в схеме их нет. То есть они не показаны в схеме. Мы с вами будем вязать вот таким образом. Все, если у вас поворотное вязание, мы с вами вяжем изнаночными петлями, в том числе и накиды. Если у вас будет круговое, как я говорила, мы с вами вяжем в четных рядах все лицевые, в том числе и накиды. Третий ряд, смотрите, у нас на схеме все указано. Третий ряд, пятый ряд, седьмой ряд и девятый провязываются одинаково. Точно так же, как и первый. Первая кромочная снимается. Дальше идут 2 петли лицевые. После этого идет накид. Опять лицевая петля, накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Можно провязывать таким образом. Снимаем, провязываем и набрасываем предыдущую петлю. Дальше идут 2 с наклоном вправо за передние стенки. Вот так. И повторяем этот раппорт еще раз. Провязали 2 лицевые, накид, лицевая, накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Я уже сейчас вяжу по-другому, так? То есть сняла, развернула стеночки и вот у нас с наклоном влево. С наклоном вправо за передние стеночки провязываем. И дальше у нас идет изнаночная петля. Так, разворачиваем вязание на изнаночную сторону и опять повторяем. Так, давайте я провяжу сейчас 10 рядов и остановимся. То есть у нас в 11 ряду меняется уже узор. Итак, половина раппорта у меня уже провязана. Если запутались, сколько рядов провязали, можно посчитать по вот этим вот накидам. Смотрите, вот у нас первый накид. Первый накид это вот этот вот первый. Дальше второй, третий, четвертый и пятый. 5 накидов, значит, это 10 рядов. Вот у нас провязано 10 рядов. Здесь у нас тоже есть накиды. Можно тоже пересчитать эти накиды. Смотрите, вот они. Вот 1, 2, 3, 4 и 5. 5 накидов тоже здесь видно. Значит, половина раппорта у нас провязана. По схеме мы видим, что мы должны сейчас изменить рисунок. Значит, с 11 ряда мы меняем. В 11 ряду и дальше, смотрите, 13, 15, 17, 19 вяжем одинаково. Первые 2 петельки мы будем провязывать лицевые, первая кромочная. Дальше идут 2 петли лицевые. После этого 2 петли вместе с наклоном влево. Снимаем, провязываем и набрасываем предыдущую. Дальше 2 петли вместе с наклоном вправо. После этого накид, лицевая и накид. И вот у нас получается раппорт узора. Первая петля кромочная, мы ее не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и накид 7. Дальше повторяем. 2 лицевые, 2 с наклоном влево и 2 с наклоном вправо. После этого накид, лицевая, опять накид и последняя кромочная изнаночная. Вот таким образом у нас дальше идет 12 ряд уже будет.
по изнаночной стороне все изнаночные. И далее 13 ряд повторяем вот точно так же, как сейчас. Я сейчас провяжу еще и покажу последний 19 ряд узора. Первая кромочная снимается, дальше идут 2 лицевые. После этого идет 2 петли вместе с наклоном влево. Можно провязывать двумя способами. Первый способ — эта петля снимается, вторая провязывается и набрасывается вот это вот. Можно по-другому. Если у нас классические петли, вот как в данном случае у меня правая стенка на спице, мы должны их развернуть, то есть вот таким образом, и уже на спице будет левая стенка. Это называется бабушкина петля, бабушкин способ. Вот так. Развернули левой стенкой, и сейчас провязываем 2 петли вместе, и они получаются с наклоном влево. Так, дальше по рисунку у нас идут 2 петли вместе с наклоном вправо. За передние стеночки провязываем вот так. И после этого идет накид, лицевая петля и опять накид. Следующий раппорт: 2 лицевые. Дальше идут 2 петли вместе с наклоном влево. Дальше 2 петли с наклоном вправо. Дальше идет накид, лицевая, накид и последняя кромочная, изнаночная. Все. Следующий ряд провязываем изнаночными петлями. Вот так вот выглядит этот узор в ниточке с мохером. Он получается такой вот зигзагообразный. И я думаю, что можно его применять, видите, в пряже с различным составом. Здесь у нас вот хлопок с вискозой, а это у нас мохер. На этом у меня все. Если это видео вам было полезным, я буду очень рада. Нажимайте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если кто-то не подписан. Переходите по ссылочкам под видео. В описании очень много есть полезных, скажем, ссылок. Вот поэтому, если кого-то заинтересует, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.